Иногда кажется, что настоящий день начинается только после полуночи, когда за окном становится тихо, когда перестают приходить сообщения, когда никто больше ничего не ждет от нас. Именно в этот момент многие из нас вдруг оживают, хотя всего несколько часов назад мы обещали себе лечь пораньше. Мы прекрасно знаем, что завтра будет тяжело просыпаться, что не хватит сил, появится сонливость и раздражение, но все равно остаемся бодрствовать. Смотрим видео, читаем, завариваем чай, сидим у окна или просто молчим. Почему мы снова и снова выбираем ночь? Принято считать, что это плохая привычка, и достаток дисциплины, неумение соблюдать режим. Но что, если дело совсем в другом? Что, если мы откладываем сон не потому, что не хотим спать, а потому, что не хотим заканчивать единственное время, которое принадлежит только нам? В психологии существует термин «реваншистское откладывание сна». Он появился для описания очень простого, но удивительно знакомого явления. Человек сознательно жертвует сном ради нескольких часов личной свободы. Не потому, что ему весело, не потому, что он полон энергии, а потому, что весь остальной день словно был занят чужими ожиданиями. Вспомните обычный день. Будильник решает, когда вы проснетесь. Работа определяет, чем будете заниматься. Телефон постоянно требует внимания. Кто-то пишет, кто-то звонит, кто-то просит что-то сделать. Даже дома остаются обязанности, на которые тоже нужны силы. Почти каждый час уже кому-то принадлежит. И только поздним вечером появляется ощущение, что время снова становится вашим. Наверное, поэтому так трудно закрыть ноутбук или убрать телефон. Мы будто говорим себе: «Подожди еще немного, я почти не жил сегодня для себя». Это похоже на маленький протест. Не против сна, а против ощущения, что собственная жизнь целый день проходила по чужому расписанию. Но есть еще одна причина, о которой говорят гораздо реже. Днем мы почти никогда не остаемся без свидетелей. Даже если вокруг никого нет, мы все равно существуем в социальных ролях. Мы сотрудники, родители, дети, партнеры, друзья. Мы отвечаем вежливо, поддерживаем разговор, контролируем интонацию, следим за тем, как выглядим и что говорим. Мы постоянно немного играем, и это совершенно нормально. Так устроена жизнь. Но любая роль требует энергии. Ночь отличается тем, что зрители исчезают. Больше не нужно быть продуктивным, не нужно выглядеть убедительным, не нужно никому отвечать прямо сейчас. Можно просто существовать. Иногда именно ночью люди впервые за день чувствуют странное облегчение. Они не делают ничего особенного, просто сидят в тишине. И оказывается, что этого уже достаточно. Может быть, именно поэтому так много людей начинают писать дневники поздно вечером. Кто-то рисует, кто-то читает, кто-то включает очень тихую музыку и смотрит на огни за окном. Со стороны кажется, будто ничего не происходит, но внутри происходит важная встреча. Встреча с собой. Замечали ли вы, что самые честные мысли приходят именно перед сном? Вдруг возникают вопросы, которые днем даже не успевали появиться. Правильно ли я живу? Почему я так устал? Чего мне на самом деле хочется? К нем эти мысли тонут в бесконечном шуме. Их заглушают уведомления, разговоры, задачи и необходимость постоянно реагировать. Ночью становится тихо не только вокруг, становится тише внутри. Наш мозг каждый день обрабатывает огромное количество информации. Звуки улицы, свет витрин, чужие лица, сообщения, новости, музыку, рекламу. Даже когда нам кажется, что мы не обращаем внимания, нервная система продолжает работать. Ночь уменьшает поток раздражителей, поэтому нам кажется, что именно ночью думается лучше. Возможно, дело не в том, что мы становимся мудрее после полуночи. Просто появляется пространство, в котором собственные мысли наконец становятся слышны. Особенно хорошо это понимают люди, которые очень устают от общения. Это не обязательно интроверты. Иногда это самые заботливые люди. Те, кто целый день помогает другим, работает с людьми, решает чужие проблемы, поддерживает близких. Для них одиночество не наказание, это восстановление. Удивительно, как похожи слова совершенно разных людей. Ночью я, наконец, спокойно дышу. После полуночи кажется, что мир оставил меня в покое. Только ночью я чувствую себя дома. Они говорят не о времени суток, они говорят о безопасности. Иногда человеку нужен не отдых в привычном смысле, ему нужно место, где от него ничего не хотят, где не нужно соответствовать ожиданиям,
где можно хотя бы ненадолго перестать быть удобным, сильным или полезным. И ночь становится таким местом. Но у этой свободы есть цена. Чем сильнее мы устаем днем, тем отчаяннее хотим оставить себе вечер. А чем позже ложимся, тем тяжелее становится следующий день. Получается замкнутый круг. Мы просыпаемся разбитыми, проживаем еще один день на автомате, а ночью снова пытаемся вернуть себе потерянное время. Поэтому советы вроде «просто ложитесь раньше» редко помогают. Потому что человек защищает не бессонницу, он защищает единственное пространство, где чувствует себя свободным. Наверное, более важный вопрос звучит иначе. Что именно дает вам ночь? Тишину? Одиночество? Отсутствие ожиданий? Возможность, наконец, принадлежать самому себе? Иногда, если удается найти хотя бы немного этого чувства днем, необходимость отвоевывать его после полуночи становится слабее. 15 минут без телефона, медленная прогулка, чашка чая в полной тишине, небольшой кусочек времени, который никто не может забрать. Конечно, ночь все равно останется особенной, потому что в ней есть ощущение мира, который, наконец, перестал шуметь. И если вы тоже иногда сидите до 2 часов ночи, прекрасно понимая, что завтра пожалеете об этом, возможно, не стоит сразу обвинять себя в слабой силе воли. Может быть, вы просто очень долго искали место, где можно, наконец, побыть собой.